Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, когда и почему нельзя смотреть в окно по народным приметам. Очень важная информация, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Вы знаете, в нашем мире существуют определенные приметы, суеверия касательно того, когда нельзя смотреть в окно. В детстве, наверное, каждый из нас слышал такие фразы от мамы, от бабушки, что «слезь с окна и не смотри сейчас в окно». И большинство из нас думали о том, что родители или бабушки, дедушки просто переживают за нас. Но смысл таких просьб и замечаний, вы знаете, был намного глубже. И знающие люди говорят о том, что все-таки лучше прислушиваться к народным приметам и предостережениям, чтобы не привлечь беды, проблемы, неприятности в свою жизнь. Возможно, если вы один раз посмотрите в окно, ничего не произойдет, но вы должны понимать, что определенная негативная энергия может накапливаться в вашей жизни, и в один момент это может привести к определенным последствиям. Давайте поговорим о том, почему нельзя смотреть в окно ночью. Это очень важный момент, который нам нужно с вами прямо сейчас рассмотреть. Вы должны понимать, что с наступлением темноты определенные сущности тонкого мира активизируются и гуляют по земле. Кто-то скажет, это сказки, и верить в это не надо, это ваше право. Но мы говорим о том, и о том опыте, который есть на данный момент в нашем мире. Например, наши предки верили, что черти после полуночи парятся в банях или работают на мельницах, а ведьмы выходят на свой черный промысел. Также обращаем ваше внимание, людям нельзя смотреть в окна ночью, когда вы можете увидеть нечто жуткое, пугающее или опасное. Даже известно одно поверье, что после захода солнца черти бродят меж домов и выискивают свою жертву. Они проникают в душу человека, который смотрит на улицу, и пользуются отражающими свойствами темного стекла. Обращаем также ваше внимание, что особенно уязвимы в вечернее и в ночное время это дети, это беременные, душевно больные, которые легко принимают в себя чужеродные энергии. Также наши бабушки, прабабушки, ведуни говорили о том, что с наступлением темноты сама смерть идет по земле и смотрит в окна. Тот, кто встретится с ней взглядом, в ближайшее время покинет материальный мир. Но не стоит реагировать и на всевозможные постукивания, крики. Таким образом, сущности пытаются выманить человека из безопасного укрытия. Отдельную опасность представляет случайное подглядывание за тайными делами нечисти. Люди, которые заметили проделки чертей, бесов, крайне редко затем застают в добром здравии. Злые сущности не оставляют свидетелей, уничтожая их, если не на физическом, то на психическом уровне. Вы знаете, недаром в наше время были придуманы шторы. И это, казалось бы, мы думаем, что это защита от солнца, но все-таки это больше защита в темное время суток, потому что таким образом мы уже не смотрим, не вглядываемся, не обращаем внимания, что происходит у нас за окном, за стеклом. Это очень важно. Поэтому, если в вашей жизни еще нету шторы или жалюзи, обязательно в ближайшее время наденьте или нацепите. Это очень важно, потому что таким образом вы ограждаетесь от того потустороннего мира. Кроме того, вне зависимости, что бы вы ни использовали, шторы, жалюзи, всевозможные укрытия, то есть сейчас очень много чего в современном мире есть, время от времени нужно обязательно стирать, потому что любой материал, он тянет определенную энергию. Плюс собирается пыль и происходит у нас вот такой микс не очень хороших энергий.
Теперь давайте поговорим о том, почему нельзя смотреть в окно в полнолуние. Как мы все знаем, Луна оказывает сильное влияние не только на нашу планету Земля, но и на каждого еще и человека. И состояние месяца обязательно, как правило, учитывается при проведении определенных практик, определенных ритуалов, обрядов, поскольку знаем о том, что в определенное время ритуалы удаются лучше обычного. Если мы говорим о растущей Луне, друзья, да, то мы, как правило, проводим ритуалы на привлечение чего-то в нашу жизнь. Денег, удачи, здоровья, красоты и так далее. Когда мы говорим об убывающей Луне, то мы говорим об избавлении, об уничтожении того, что в нашем физическом мире нам мешает. Но особым могуществом обладает период полнолуния, когда небесное светило пребывает на пике своей активности. Поэтому не старайтесь в полнолуние смотреть на Луну. Также не стоит выглядывать в окно во время похорон, потому что считается, что в это время душа умершего еще летает рядом с телом, и поэтому, увидев наблюдателя, может устремиться к нему, чтобы забрать с собой. Еще окно во время прощания с покойным может сработать как увеличительная линза, умножая боль и негатив, которые присутствуют в это время. Это, в свою очередь, принесет беды в жизнь наблюдателя, а также членов его семьи. Поэтому во время похорон желательно, чтобы вы, даже если похороны не у вас, а у ваших кто-то знакомых, или вообще вы видите, что идут похоронная процессия, закройте все окна, задерните занавески и постарайтесь отойти подальше, чтобы не проверять на собственном опыте, правы были наши предки или нет. Потому что наши предки не зря передавали из поколения определенную информацию, потому что окно, оно имеет определенную энергию, оно издает определенные вибрации. Обращаем ваше внимание, что днем через окно к нам поступает солнечная энергия. Это энергия созидания, это энергия роста, это энергия приобретения. Поэтому в дневное время, наоборот, открывайте шторы, открывайте окна, наслаждайтесь солнечной энергией, именно этим воздухом, потому что это, еще раз, энергия созидания. А вот вечернее и особенно в ночное время старайтесь закрывать шторами. Вообще, еще есть еще один такой момент, если к вам в ночное время или в дневное время кто-то постучался в окно, не спешите бежать и смотреть, кто же к вам постучался. Старайтесь это игнорировать, особенно если вы, например, живете в многоэтажном доме. И иногда такие случаи бывают. Вам ни с того ни с сего кто-то постучался в окно. Вы на подсознательном уровне понимаете, что этого невозможно произойти, потому что если, например, вы живете на втором, третьем, пятом или 10 этаже, то, соответственно, человек вам не может постучаться в окно, но вы четко слышите стук, поэтому не реагируйте, идите дальше, занимайтесь своими делами. Кстати, хотим сказать и о том, что это очень важное правило соблюдать, когда к вам кто-то и стучится в дверь. Особенно, если вы точно знаете, что к вам никто не должен прийти. Это, как правило, стучаться ночью, ранним утром. Вы можете услышать, как будто кто-то к вам стучится. Ни в коем случае не подходите, не смотрите и тем более не открывайте дверь. Вы должны понимать о том, что, возможно, таким образом, открывая дверь, вы приглашаете негатив и, возможно, что-то не очень хорошее в свою жизнь. Поэтому, если вы никого не ждете, не спешите проверять в дверной глазок, кто же к вам пришел, потому что это может прийти к вам беды и проблемы в вашу жизнь. Поэтому, пожалуйста, всегда будьте очень внимательны и осторожны к народным приметам. Наши предки недаром передавали эти вот очень важные знания. Они, с одной стороны, казалось бы, простые, но многие люди о них забыли, потому что наш современный мир начинает вот эту информацию очень важную от наших предков стирать по разным причинам, но мы ее должны именно удержать
и всегда иметь при себе и передавать из поколения в поколение. Друзья, мы надеемся, что эта информация была вам полезна и важна. Пожалуйста, делитесь этой информацией с теми, кому вы считаете, что действительно эта информация будет полезна, эта информация будет важна. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Мы всем желаем прекрасного настроения, чудесного дня и услышимся уже с вами в следующем видео.